вообще так называемый арабский социализм, да? И они успешно довольно конкурировали. Поэтому на стороне США выступают самые отсталые с точки зрения общественного развития. Я сейчас не про деньги говорю, да, потому что вот эти вот нефтяные монархии залива, они же построили фактически рабовладельческие общества. Это, конечно же, преподносится, но вот посмотрите по статистике, сколько там, собственно, граждан, а сколько приезжих, абсолютно бесправных, на правах вот новых рабов, они обеспечивают все вот это так называемое экономическое чудо. И этот альянс был заключен достаточно давно, в 60-е и 70-е годы, что США закрывают глаза, в общем-то, но если просто проводить индексы демократии, ну вот как там свободы, открытости, конкуренции, да, как они преподносят, партийной конкуренции, то ни в одной монархии залива нет ничего, что лежало бы рядом по открытости, да, по демократичности. Ну, слово неправильное, ну, давайте его употреблять. Вот того же Ирана. Обратите внимание, у Ирана есть вертикаль, так сказать, революционно-духовная, которая восходит вот до аятоллы, там отдельный корпус стражей, но при этом есть же и светская вертикаль, есть же отдельно президент, которого, в общем-то, выбирают, ну, то есть, обращаем внимание, да, и даже у того же Саддама, каким бы его ни рисовали, ну, хотя ничего же не подтвердилось, но у него были какие-никакие политические партии, была конкуренция, подчеркиваю, у Каддафи, ну, вот кто не читал зеленую книжечку Каддафи, обязательно надо прочитать, это попытка сформулировать альтернативную тоже такую. И Каддафи строил тоже отчасти идеократию. А это самые замшелые, самые махровые, где, в принципе, такое махровое средневековье. И вот они главные союзники. И Израиль, обращаем внимание, страна, которая с середины 70-х переродилась в откровенно, ну, надо вещи называть своими именами. Сионизм признавался одной из форм фашизма. Вот. Ну и вот результат, кто, так сказать, союзники США на Ближнем Востоке. Картина маслом. Поэтому это не просто втягиваются в войну, а это самые реакционные, как наши предки говорили, силы. Да, друзья, мне подсказывают здесь, что, в общем-то, стартанули мы на основном канале Шелест без начала, поэтому всем здравствуйте еще раз. Семен Уралов, обсуждаем ситуацию вокруг Ирана, втянутся или не втянутся страны Персидского залива. Голосуйте, пожалуйста, в вопросе, подписывайтесь на Семена Сергеевича в Телеграм, подписывайтесь на YouTube-канал, конечно, чистоту понимания уважьте своим вниманием. Семен Сергеевич, но... Почему США начинают оправдываться? Почему они выставляют вперед Израиль? Почему они, в общем-то, говорят, что это не наша война, мы не начинали, мы заканчиваем все происходящее? Сейчас какая-то такая странная довольно-таки риторика звучит от официальных лиц. Это их внутри прижали, внутриполитические конкуренты, там, демократы те же, или тут как бы немножко... все очень и очень, как бы гнусно выглядит. Отдельные страны, ну, вот, например, в Европе испанцы, там, другие страны, они сказали, ребята, это так нельзя. Бомбить, убивать аятоллу, наносить вот это поражение. Более того, это все уже разворачивается на считанные недели, там, 4 недели. Но Трамп говорит, можем и дольше, если надо. То есть это фактически, вторжение, агрессия. Сегодня даже Лавров шутил, говорит, мы не будем вводить санкции на Соединенные Штаты Америки, потому что это не наш метод. Но по большому-то счету Трамп как бы закончил с историей миротворца, и это стало очевидно всем. Ну, знаете, история про Трампа-миротворца все больше напоминает знаменитый такой вот плакат агитационный, сделанный для как раз территории УССР оккупированной. «Гитлер-вызволитель». Он много гуляет на этом самом просторах интернета. Вот как Трамп миротворец, так Гитлер-вызволитель, да, то есть освободитель. Мы же определились, что он просто пиздилер. Вот. Трамп. Это никакого отношения к творению
Ну же ж когнитивная война, напоминаю, она в языке, то есть миротворчество подразумевает творчество, то есть творить, постоянно что-то для этого делать. А Трамп разводит только словесный пафос. Поэтому надо при анализе, всегда напоминаю, сначала смахнуть верхний слой пафоса. Конечно же, заявление по поводу того, что это не война, не они начинали, это реакция на то, что быстрый, так сказать, чик-чирик не получился, как в Венесуэле. И, расчет же был наверняка на что. Мы еще разберемся, на что был расчет. Но надежда наверняка была, что все рухнет из-за гибели первых лиц. Потому что никакого вторжения пока что нету. Для вторжения всегда нужна армия вторжения. Напоминаю, да? Расчет армии вторжения не просматривается. И, как всегда, как и любая армия вторжения, она должна быть в несколько раз больше, чем те, кто обороняются. Армии вторжения нету, поэтому можно говорить о том, что ставка была сделана на внутренний хаос. Что после этих ударов начнется внутренний коллапс власти. Пока что этого не происходит. Поэтому, конечно же, на внутреннем треке им же нужно это преподносить как маленькую победоносную войну. Но я так предполагаю, что тот же Рубио и многие, они стали догадываться, что не такая уж она и маленькая. И она вполне себе может затянуться. Но, опять же, затянуться для кого и для чего? У американцев стратегия пиратская. Да? То есть, они подтянули силы. Если что, можно сразу быстро и свинтить. Оставив разбираться тех, кто в это все втянулся. И вот тут, конечно же, очень злую шутку могут сыграть с этими монархиями залива. Потому что если американцы отойдут на втором шаге, то они оставят монархии, а Израиль же, получается, ими прикрывается. Обращаем внимание. Тут же значение имеет как раз география, да? И получается, что монархии залива станут полем противостояния. А на чем было основано их, в том числе, рост авторитета, благосостояния? Почему к ним деньги стали активно отвозить? Потому что они в последние 20 лет начали превращаться в такие себе Швейцарии. То есть, принципиально нейтральные, где можно хранить деньги, где могут встречаться представители разных миров, находящиеся под разными санкциями. Да? И самое главное, это, конечно же, деньги любят тишину. Ну, а после того, как они втянулись в этот конфликт, эта иллюзия, что это новая Швейцария, она может очень быстро растаять. Это первое. Второе. Это, конечно же, сделан в том числе расчет в большой нефтяной игре. Это большая игра, которую ведет США в первую очередь против Китая. Потому что я напоминаю, что нефть – это не только источник энергии, есть много разных новых источников энергии, сколько это самый универсальный ресурс современный для производства всего. Нас окружает мир пластика. И Китай, который давно превратился в лабораторию, уже не лаборатория, это уже давно цех, да, по производству всего и вся, им нужно очень-очень много пластика. А получается он только из нефти. Но тут Китай, он вовремя проложился все-таки альтернативами. Есть и сила Сибири наша. Я надеюсь, что теперь уже с нашей стороны можно будет поторговаться, потому что раньше Китай получал значительные скидки именно потому, что он, то, что называется, захеджировался и морскими поставками, и поставками по суше. И, соответственно, это большая игра, в которой эти монархии залива давным-давно сделали ставку. Они эту ставку сделали еще в 70-е годы 20 века, когда и саудиты, и, основные, кто добывает, они заключали большие так называемые договора с США, где они, во-первых, обязались торговать в долларе США, и, во-вторых, им же еще был вопрос технологий, как и всегда, модернизации, потому что все эти оазисы в пустыне, они же возникли не на ровном месте, они возникли на базе научно-промышленной базы всего западного мира.
вот, который, в общем-то, активно вкладывался. То есть, ну, обратите внимание, тут они, так сказать, отрезают от запчастей для самолетов, для того, чтобы, ну, развития не дать. А здесь они, пожалуйста, все что угодно в пустыне готовы помогать с научно-техническими разработками. Но это была история, так сказать, за которую теперь приходится расплачиваться, да, потому что рано или поздно, ну вот Иран же не вчера был обозначен, почему тут еще важно, чтобы мы выделяли контур этого самого дипстейта. Во всех стратегических американских документах Иран наравне с Северной Кореей, Россией и Китаем давным-давно обозначен как, ну, ключевой противник. Вот. Туда иногда еще попадают всякие лихорадки, эболы, коронавирусы, но это для пафоса, так сказать, для пиара, ну, в перечень угроз. А вот мы, корейцы, иранцы, давным-давно находимся, и в этом смысле президенты меняются. Я напоминаю, там еще скандалы, так сказать, Советский Союз еще существовал, а Иран уже участвовал в этой большой игре, в том числе и вокруг Афганистана. Но Иран долгие годы петлял, вот, ну, до развала Советского Союза, между, так сказать, центрами силы. А после 1991 года он был обозначен как мишень. И мы это тоже уже вспоминали, но важно будет и напомнить, что его обкладывали долго, на протяжении 30 лет. Ирак сначала превратился в территорию хаоса, теперь Сирия. В Афганистане непонятно что. Все, он окружен. Поэтому эта война, которая заквашивалась около 30 лет, не факт, что она будет проходить в один этап. Я напоминаю, того же Хусейна сковыривали в 2 этапа. Но сейчас произошло, ну, не в Трампе дело. Ну, вернее, дело в Трампе только в каком контексте. Мы это тоже выяснили. Судя по всему, гипотеза подтверждается о том, что Трамп и не только является заложником дела Эпштейна. Ну, и уходит все корнями как раз в сионизм и израильские спецслужбы. Поэтому Объясните, пожалуйста, бомбить... потому что вот смотрите, сейчас много очень разного рода, это все называют лютой какой-то конспирологией, это называют какими-то инсинуациями, да, ну просто все видят, да, то есть только вот сейчас же параллельно идет слушание, Клинтоны там отдуваются, причем так интересно, там они отдуваются, и Хиллари, и сам Билл, они там комментируют, а я это помню, это не помню, а был, не был, и вот это все, и как бы в слушаниях закрытых в Конгрессе. То есть процесс идет. Мы видели, как Идет. монаршую особу, так сказать, попытались взять, ну не за это, конечно, за другое, о том, что он там тайны какие-то передавал. И вот просто, если так посмотреть под другим ракурсом на происходящее, то, конечно, имеют почву и основания для того, чтобы заявлять, чтобы отвлечь внимание общественности от Эпштейна и этого дела. Вот, собственно, это все и вот этот замес и произвели. Плюс Эпштейн и его связи с Израилем. И вот так интересно спросили Нетаньяху, а что вы думаете, что это, мол, вы заставили, да, Трампа пойти на эту войну? Он начал смеяться. Ну, ему смешно. Смех такой, знаете, специфический, ну, что называется, да, для этого народа. Но все немножко увидели больше в этом смехе. Объясните, пожалуйста, тогда логику привязки событий в Иране к Эпштейну. Многие рисуют карикатуры, пишут, что вот, мол, даже в соцсетях люди говорят, там же убиты солдаты американские, 4 там, ну, больше кто-то говорит, там по-разному считают, понятно, все не показывают, но говорят, что, мол, спите спокойно, дорогие солдаты, вы пали смертью, головы сложили ради того, чтобы народ, ну, в общем, не вникал в то, что сейчас происходит вокруг рассекреченных файлов. Ну, давайте сначала по аналогиям пройдемся. Один раз подобный, но намного меньше по своей омерзительности скандал уже стал спусковым крючком бомбардировок Югославии. Это когда дело, так сказать, того же Клинтона и Моники Левински. Я просто напоминаю, да. И
переход в активную фазу он, в общем-то, замял. Но это на языке политтехнологов называется там перефокусировка внимания или смена повестки. Ну, поэтому, ну, до какого дела Эпштейна, когда тут такие дела творятся? Но это то, что касается общей схемы. Так часто поступают, ну, в частности, например, война русско-японская, она во многом была, вошло ж у нас в обиход это понятие, нам нужна маленькая победоносная война. Почему? В том числе потому, что двор, там просто скандал за скандалом, как там тот великий князь проворовался, особенно на поставках армии, там такие, значит, уважаемые, так сказать, авторитетные графья тоже непонятно в чем замешаны, да, и вот авторитет монархии, отечественной, да, он держался на том, что мы, если надо, так сказать, можем победить супостата. И какие только карикатуры на японцев не рисовались, что это дикие азиаты, но не сложилась маленькая победоносная война. Но во многом, так сказать, последний вот уже двор, там же нужно различать правительство, а еще есть двор, вот, где вообще непонятно кто. Ну, феномен Распутина, он же не был легитимный властитель, да, но был очень влиятельный за счет именно вот этих неформальных отношений. И отвлекали внимание. То есть это часто происходит вот, в не только американской истории. Но американцы на этом, в общем-то, руку набили, потому что об этом они даже не скрывают. Знаменитый этот хвост машет собакой. Он, в общем-то, об этом раскрывает саму технологию. Но что касается конкретно Трампа. Тут же что получается? Получается, что весь клубок, так сказать, элитки вот на этой острове омерзения Эпштейна, он оказался очень глубоко повязан. И удивительным образом именно мы находим в переписке и частных контактах, мы находим вот эту хуцпу высочайшего уровня уже на грани нацизма. То есть, это же известная модель сионистская, там, Гои, не Гои. Вот, отметилась же даже наша оппозиционерка Дрокова, или как ее фамилия, где она присягу чуть ли не приносила, что только, значит, иудеев надо брать на работу как самых талантливых. И вот этот вот адский смешок Нетаньяху и вообще такая странная позиция в этом конфликте, она, в общем-то, нам указывает на то, что, так сказать, внутри западного мира кого-то, скорее всего, взяли на крючок. Вот. И взяли на крючок коллектив людей. То есть там же вся элитка оказалась спаянная. Обращаем внимание, Трамп уже как-то приостановил атаки на своих бывших врагов. Имеется в виду из демократического лагеря. Вот чуток на Байдена, так сказать, погавкал. И все, остановился. То есть никакой последствий. Но опять же, чета Клинтонов — это же влиятельный клан. Да? В принципе, казалось бы, продолжая внутреннюю борьбу. Нет, они все оказались в заложниках внутри одной ситуации. И теперь мы видим, как их ведут на флажки. То есть классика жанра, как в этой самой фильме «Кавказская пленница», или я веду ее в ЗАГС, или она меня ведет к прокурору. Помните, вот это было у товарища Сахова в результате «Дилемма». И вот у Трампа ситуация аналогичная. То есть ему надо либо постоянно повышать ставки, и в этом смысле Трамп уже давно превратился в такую же позицию, как и у Зеленского. То есть нужно постоянно накачивать накал борьбы, то есть какой-то войны, и идти от конфликта к конфликту. И поэтому, как и любой человек, попавший в ситуацию шантажа, то есть ему можно выкручивать руки, и, следовательно, он пал жертвой военно-промышленного комплекса, потому что военным американских их не зря прозвали, так сказать, ястребами. То есть военные операции не заканчивались никогда. Но просто когда у тебя есть политическая фигура, которая проводит это все с пафосом, ярко, может навести, так сказать, пиару на весь мир, мы поэтому на это и обращаем внимание. Вот и все. Нет, подождите, а кто ему выкручивает руки? Вот кто? Биби Нетаньяху? Почему? Вот тут, понимаете, тут же тоже какой-то такой очень интересный момент. С точки зрения рациональности,
Сейчас, конечно, много есть теорий, много мнений по этому поводу. Есть даже такое мнение, что это, наоборот, удар по Лондону, да, вообще. Там же как бы British Petroleum козырял все эти долгие годы. И поэтому это вот как бы удар по... И все вот эти товарищи, у них, ну, собственно, да, у них все счета в Лондоне и так далее. А тут теперь надо, чтобы они были в Америке. И тут это передел вообще не сколько там за саму нефть, за сами цепочки поставок, за объемы, а за деньги. То есть где они будут? И, в общем, поджигает Трамп ровно, чтобы США оказались больше как бы своей гаванью, такой тихой, да, или там градом на холме, вокруг пожар пылает и так далее. Но я не могу понять, кто его заставил, ведь все-таки издержки достаточно большие. Кроме претензий политических, мол, а какого ты солдат используешь без согласования с Конгрессом, до абсолютно таких, ну прям, которые на виду. Ведь можно же как посмотреть на ситуацию? Израиль, Иран, они такие технологичные. Израиль, США разносят Иран, а Иран отстал. А Ирану никто не пришел на помощь, ни Россия, ни Китай. А они вот это сейчас их дело времени задушат потихоньку и будут праздновать победу. А Китай утерся, к нему приедет к Си Цзиньпину Трамп, и он приедет на белом коне. А Путин вообще там как бы всех предал, сейчас ходит рассказывать Зеленский на каждом углу. А можно посмотреть с другой стороны. Да, отбомбили, крепко отбомбили, все понятно, убили Хаминеи, но Иран не сдался, а начал воевать. Да, потопили суда, да, там ущерб, но погодите, такого никогда не было, чтобы по вот этим странам, с которых мы зашли в наш сегодняшний эфир, Персидского залива, так лупашили. Дубай, который под дронами, а вот это одна, ну это как бы уже тут украинского есть немножко, одна вот эта вот фраза в иранских СМИ, типа, ребята, а это не мы бомбим вашу нефтеперерабатывающую промышленность, это под шумок Израиль. Вот туда, пожалуйста, заявляют в Иране. Ну, понятно, что они тоже бомбят, и здесь много таких моментов. Но тут же ключевой, главный, магистральный вопрос. Трампу вот это все, во что оно превращается сейчас, вообще бы не облокотилось. Значит, если кто-то его заставил, то по каким-то очень серьезным ну, таким серьезным А прессом. почему не облокотилось? Ну, вот в чем вы видите, что США может потерять что-то, кроме авторитета, и то при условии, если начнут топить авианосцы? Это да, это будет серьезный авторитет, потеря авторитета, потому что, в принципе, имидж доминирования США в 20-м, ну и в 21-м тоже веке, он базируется на преимуществе как раз в авиа и морских технологиях, ну и, собственно, связь. То есть, это вот то, ну, грубо говоря, они там прилетают на летающих тарелках и борются, так сказать, с дикими племенами. Но это тоже ни для кого не секрет, что американский ВПК, будучи высокотехнологичным, он еще и очень дорог. То есть, если сравнивать экономический эффект от пуска там одной какой-то ракеты, да, то это огромное. Ну, я сейчас просто, я же не военный эксперт, но мы видим там сотни миллионов долларов, да, это все обходится. И поэтому они всегда действуют по принципу демонстрации, то есть нанесения какого-то большого и серьезного удара. И поэтому тут нет сейчас, нельзя рано пока делать какие-либо выводы. Этот конфликт либо перейдет в соревнование экономик, так как он перешел между, ну вот наш конфликт на территории пост-Украины, да, СВО, а еще и раньше, даже до СВО, то есть еще и против Донбасса уже началось соревнование экономик. Вот, и шла поддержка, и с одной стороны там прямая, с другой стороны косвенная, потом уже тоже не косвенная. Вот, это тоже ни для кого не секрет. И вот если это будет переведено в войну экономик, то Штаты получают у себя заказчиков в лице монархии залива, которые, у них же нет своего военно-промышленного комплекса. Они будут гарантированно покупать у Штатов, и, кстати, Израиль тоже производитель оружия, не всех позиций, но тем не менее. И они получают себе гарантированных вообще богатых, так сказать, клиентов. Чем это плохо? Потому что Иран, я еще раз говорю, Иран же спровоцировали
Не просто на войну с Израилем, а еще и на... Это же, это древний исторический архетип арабо-персидские войны. Это, знаете ли, еще тянется из фактически там, до нашей эры. Да? Вот. И поэтому этот архетип очень сильный, он глубоко живет в народах. Если это переходит в затяжной конфликт, то становится главный вопрос, у кого есть научно-техническая база и у кого есть союзники, которые готовы в этой ситуации помогать. Американцы, как мы видим на примере украинского конфликта, на примере того, как они обелечивают европейские страны, вот сейчас перекладывают расходы на войне, на войну, на постукраине, на Европу, они точно так же будут перекладывать все расходы, в том числе Израиля, на вот эти вот монархии. Вы же богатые. А как и любая закрытая система, конечно же, монархии будут сильно опасаться. Потому что одно дело быть под прикрытием флотов американских, а представляете, они взяли и перегнали в другое место. Ну, все, так сказать, первый этап закончился, дальше разгребайте сами. Поэтому для того, чтобы делать выводы какие-то далеко, хотя бы там с прогнозами хотя бы на ближайшие полгода, нам нужно на протяжении ближайших там 2-3 недель смотреть, переходит ли эта война в затяжную фазу, то есть в конфликт экономик. До этого, до того, как мы не поняли, перешла она или не перешла, это, в общем-то, пафос, пиар и понты когнитивной войны. То есть каждая страна отрабатывает свою повестку. Семен Сергеевич, важный нюанс всего происходящего – это, вот эта жестокость. Жестокость по отношению, например, там удар вот этот по девочкам был, да, в школе. Говорят, это фейк, нарисовались данные. А кто-то говорит, фейк, не фейк, но об этом говорят все уже и политики, да, и внутри Соединенных Штатов, и везде эта тема такая очень и очень болезненная, потому что когда демократ Ньюсом спрашивает, а что это мы вообще били по этим девочкам, вы чего? По школе, то тут как бы нелицеприятно выглядит Трамп и даже Мелания Трамп, которая вчера в Совбезе ООН председательствовала и говорила о том, что конфликт, дети, толерантность, надо всех спасать. Причем ажиотаж был жуткий под ее... Всем интересно ж на Меланию-то посмотреть живую. И вот все пришли, забили полный зал, и это все на фоне разворачивающейся войны. Сам Трамп, несмотря на вот эти все велеречивые, скажем так, его высказывания, посты в соцсетях, выглядит достаточно тяжеловато. То есть это не тот Трамп, который Венесуэлу, Мадуро за 2 дня. Тегеран за 3 дня не получилось. Аятоллу получилось за 1, но тем не менее. И вот тут мы видим, что... насколько вы, опять-таки, разделяете эту точку зрения, что Иран может стать Украиной для Соединенных Штатов Америки. Но имеется в виду, что как Украина для России, так и Иран для Соединенных Штатов, но уже в руках Китая. Или это лютая дичь и конспирология? Для того, чтобы проводить аналогии, нужно определиться, какой базовый фундамент этих аналогий. То есть ли он вообще. Я не видел, чтобы Ирану предлагали такие же условия сотрудничества со стороны Запада, которые всегда предлагали Украине. С момента возникновения отношений Украина-Россия, это же когда? В 1991 году. Раньше были отношения внутри одной страны, да? В 1991 году. То есть там же постоянно шли, в том числе и экономические предложения, ништяки, соглашения. Даже Минские соглашения, это же была попытка как-то где-то договориться. До этого, напомню, Харьковские соглашения по поводу волнующего вопроса Черноморского флота. То есть Россия ко всем, подчеркиваю, без исключения соседям по бывшему Советскому Союзу,
изначально подходила, так сказать, с презумпцией союзности. Даже, кстати, к странам Прибалтики. Они там уже давно в НАТО устремились, но все равно как-то что-то где-то пыталось. В данном случае, а в случае с Ираном, никто никогда никуда Иран даже не пытался приглашать к участию в каких-то проектах мирного развития. В каком году еще Боинги Не-не, смотрите, вы взрывали? сейчас говорите про Запад, а я-то говорю про Китай, про глобальный юг, Ну, а Иран, Китай же БРИКС, не... Китай, китайские Нет, технологии, ништяки. глобальный юг это, знаете, это идеологема такая, которая непонятно чем подтверждена, потому что в глобальный юг входят те же монархии залива, хотя они здесь выступили. Здесь надо говорить о не глобальном юге, ну, тактическом альянсе стран, которых США и глобальный Запад на прицел взял, ну, то есть которых обозначил своей стратегической угрозой. Мы это уже сегодня вспоминали. Это Северная Корея, это Иран, это Россия и Китай. То есть вот те 4, так сказать, государства, которые признаются не просто врагами, но врагами суверенными США. То есть имеется в виду, которые невозможно сломить, так сказать, без применения серьезной силы. Ну и они постоянно что-то где-то пытаются. Сейчас просто настала очередь Ирана. Ну вспомните, как он пытался с Северной Кореей Трамп в свою предыдущую каденцию. Да? Помните, было тоже чуть ли сейчас вот еще чуть-чуть и дойдет дело до бомбардировок. Но в последний момент, так сказать, сдал назад. Поэтому эти попытки проводятся всегда и постоянно. И я не считаю, что что-то произойдет новое в войне именно США против Ирана, если они не решатся на некую операцию вторжения. Но, судя по всему, они не решатся на нее, понимаете? Они не решатся, и это имеет шанс превратиться из перемоги трамповской в зраду. Мы же помним, как на когнитивной войне зрада очень быстро превращается в перемогу и наоборот. Поэтому перемога над Ираном может обойтись Трампу очень дорого, вплоть до импичмента. И он может, и поэтому он сильно нервничает, потому что расчет же был на чем? Расчет был на то, что все очень быстро рухнет, как это произошло с Венесуэлой, потому что американцы находятся в фальшивой, у них же политологическая теория не отражает реальность. У них же есть следующая дихотомия, что есть страны автократические, где вот автократические лидеры, да, автократы, и демократические. И вот автократические страны, они, значит, если убрать верхушку, то они рассыпаются, они неустойчивы. Но есть еще, как мы тоже вначале уже упоминали, режимы идиократические. Это будут новые герои, станут новые бойцы. Незаменимых людей нет, да, и кадры решают все. Как нам объясняли наши предки, которые строили свой идиократический режим. А вот идиократический режим с налету не возьмешь, судя по всему. И поэтому единственный шанс у них, который вот сейчас уже есть в текущей стратегии, это наносить максимальный ущерб. То есть поджигать джунгли, как мы говорили, да, в их метафорах, да, что у них райский сад. Но так как страна огромная, подчеркиваю, это же не малюсенькая, это даже не Югославия, то еще неизвестно, хватит ли у них, так сказать, запасов того самого высокоточного оружия для того, чтобы это сделать. Потому что я напомню, на чем произошла, судя по всему, у нас пробуксовка первого этапа СВО со стороны России. Да? То есть, это можно посмотреть, опять же, у меня никаких там данных нет, мне никто не докладывает секретную информацию. Но если мы посмотрим количество нанесения ударов в штуках, о чем отчитываются обе стороны, и немножко сопоставим, мы увидим, что только через 2 года где-то, если лето 22 года отказ от сначала Стамбула, назовем это так, и переход уже к конфликту экономик, вот только где-то к лету 24 года, то есть спустя 2 года, машинка ВПК вышла на то, чтобы обеспечивать именно массовые удары. А параллельно с этим я напоминаю, что в условиях контрнаступа Запад исчерпал
свои возможности именно поставки техники. Потому что в отличие от времен Холодной войны, к затяжным конфликтам давно в них никто не участвовал, никто не знает, что это такое. И не исключено, что вот эта стратегия вбамбливания большую страну в каменный век, что у них просто не хватает ресурсов на это все. А если они затянут слишком далеко, то на этом фоне никакой победоносной войны не будет. Он проиграет и выборы промежуточные, и только подойдет к концу своей каденции, когда, может быть, начнет разворачиваться вот ВПК для того, чтобы полноценно поддерживать монархии залива. А там в это время будут гореть небоскребы, потому что Иран-то не остановится. И что самое главное, у Ирана, как мы видели на примере вот этой технологии шахедов, которая модернизировалась и стала отечественной геранью, что это недорогие боеприпасы. Вот. И в войне экономик всегда побеждает тот, чье ВПК способно производить относительно недорогое оружие. Ну, еще Поэтому... на Кипре увидели, что там антенны, Комета М, российские, тоже так. То вроде как нам говорили, вот смотрите. У нас идет военно-техническое сотрудничество, это никто не скрывал. То есть, смотрите, вот там компоненты китайские в российских дронах. Так они не только в российских, и наоборот получились. Внезапно, понимаете? Внезапно. Но это такой момент. Как выглядит Зеленский на этом фоне? Какой-то потухший, слушайте. Вроде как вчера говорил, нет, ни на что не повлияет, все хорошо. То есть это совершенно из другой кубышечки оружие. А сегодня карьера Лассера в интервью говорит, да, говорит, ПВО будет не хватать. В общем, такое какое-то на самом деле отчаяние читается и прослеживается. Даже в его, казалось бы, потужных речах о том, что Донбасс он не отдаст, там 200 тысяч украинцев, выборы только когда будет тишина, мир и, в общем, когда договорятся. А когда мир, я подумаю, захотят меня украинцы или нет. Как прокомментировать его положение, ну и то, что он говорит в этом положении? Я думаю, что Зеленский немного расстроен из-за того, что его роль, а я напоминаю, что есть большая украинская трагедия и малая. Вот Зеленский, он играет в большой украинской трагедии, потому что ему важно быть, так сказать, в бомонде западного мира. И, конечно же, на фоне войны с Ираном он уходит, становится актером второго плана. И как любой актер, артист, то есть человек творческий, который мотивирован аплодисментами, для него это, конечно же, немного расстройство, да, личное. Поэтому надо этот аспект всегда не забывать. А это один из тезисов, на который мы давно вышли еще и с Дмитрием Юрьевичем Пучковым, когда обсуждали. Проблема Зеленского в том, что он не профессиональный актер, и он не может выйти из роли вот этого царя Леонида или Давида против Голиафа, как он себя изображает, в которую он погрузился. Потому что вообще-то профессиональных актеров учат выходить из роли. И это вообще очень важная вещь. И не зря наши предки актеров называли лицедеями. Да? То есть человеку, которому приходится очень часто менять лица, он рано или поздно может запутаться в своих масках. Да? Поэтому выход из роли – это вообще важнейшее качество для актера. А когда актер не профессиональный, то он, то, что называется, залип в этой роли. Это психологический аспект. Теперь аспект, скажем так, историко-политический, на каком этапе мы находимся. И как это связано с Ираном. Это моя сейчас будет гипотеза. Вот. На чем основана? Смотрите, у нас после похищения Мадуро и сейчас уничтожения руководства Ирана, война перешла в очень интересную стадию. Она в этом смысле является частью отката в неофеодализм. Сейчас объясню, в чем дело. Чем отличались феодальные войны от последующих? То, что там непосредственно правитель, король, он рисковал. Вот. И очень часто истории, как там попадали в том числе в плен, погибали на поле боя. А по мере развития науки и техники, в общем-то, политическое руководство все больше и больше пряталось за профессиональной армией, профессиональных
генералов, полководцев. И по большому счету, это знаменитая карикатура, что такое современная война. Это где черный и белый король, потом сидят, пируют, а вокруг шахматной доски валяются перерезавшие себя шахматные фигуры, да, окровавленные. Ну, то есть, а вот теперь с этими новыми технологиями ударными у нас происходит чуть ли, ну, не знаю, как Зевс-громовержец, да, мог любого поразить с небес. И мы переходим к очень интересному этапу, когда открывается охота на политических лидеров. И вот тут у меня гипотеза, на чем основана. Не исключено, что Украина, постукраина, правильно, режим киевский, да, переходит к режиму покушений на своих соседей. И в данном случае не исключено, что мишенью станет Александр Лукашенко. И тогда понятны истории санкций, тогда понятны истории нагнетания всей этой истерии конкретно вокруг Беларуси. Вот. Плюс для значительной части, он же как бы нелегитимный. И это очень удобно наносить со стороны именно Украины. Ну вот посмотрите, обратите внимание. Брестская область, Гомельская область, как они находятся рядом и близко. Вот. Александр Григорьевич известен тем, что он активно перемещается по республике. Вот. И это заставит Белоруссию. Я не говорю о том, что у них получится это, да? Но если перейдут к этому этапу, то придется самоопределяться уже и Республике Беларусь. И это может быть следующей точкой эскалации. И в этом смысле Зеленский тоже будет вынужден пойти на эти шаги. Второе направление, где могут сделать, это, мы тоже говорили, это развязывание в том же Приднестровье конфликта. Вот. Но в Приднестровье просто может получиться обратный эффект. И я думаю, что это просчитывают их аналитики. Что если Украина, например, там будет высокоточно покушаться на руководство Приднестровья или вообще бить по Приднестровью, то это вызовет обратный эффект, и Молдова почувствует единение с Приднестровьем. То есть это будет воспринято как общая агрессия. И в Молдове будут проблемы у режима Санду. А Белоруссия в этом смысле является оптимальной целью. Во-первых, почему? Потому что, я говорю, Александр Лукашенко – это давний политический лидер, которого Запад назначил как, так сказать, плохого, да, правителя. Вот, это еще с 90-х годов тянется. Второе, очень удобное местоположение республики. И третье, непосредственно у Республики Беларусь недостаточно сил и средств для того, чтобы как-то этому помешать. Никто ж, вторжение, украинская армия значительно больше, и это и нереально. Плюс это ж можно производить, как мы вот видим последние удары с этими перекрашенными британскими, или как они, эти ракеты, фламинго, как они в оригинале называются. Вот. Это уже можно, в общем-то, попадать практически в любую точку. Поэтому я подчеркиваю, это гипотеза предположения, вот, что готовятся вот именно в этом направлении. Тем более, что можно работать под пиратским флагом. У нас, напоминаю, уже в Балтике все больше и больше там активизируются. Так что Украина может стать еще и морской пиратской державой. Имеется в виду, что флаг будет свой использовать. Так что вот так я думаю. Новый этап у нас в том, что открыта охота на политических лидеров. На Зеленского охота не открыта? В таком случае и на него, значит, она будет открыта. Я не понимаю, вот если вы меня спросите лично, да, хотя я вообще ни разу не военный эксперт, я вот знаю одну успешную спецоперацию, которую проводили наши античные предки. Это в Афганистане. Как бы ее потом не оплевывали, но она была эффективная, и потеряно было за весь период, сколько там, около 10 тысяч человек, правильно, за 10 лет. И почти вся страна была под контролем. Начиналась она со штурма дворца Амина, правильно? Вот. С моей точки зрения, и похоже, надо поступать. Надо же учиться на своих успешных
спецоперациях, правильно? Зеленский говорит, там, кстати, очень интересный эпизод, его прям нужно отдельно разобрать. Значит, написали, ну, скажем так, в прессе в западной, в Bloomberg, о том, что «а давайте-ка вы, страны залива, попросите россиян, у вас же есть же торговые отношения, пускай перемирие организуют на месяц, два, а мы тогда соберем своих вот этих доблестных товарищей, ну и отправим ПВОшников, и отправим защищать мирное население». Ну и плюс по оружию, может, там что, обменяемся, да, у вас там есть то, что нам хочется и нужно, у нас дефицит, а у нас есть то, что вам было бы интересно ввиду новой реальности войны с Ираном, воздушной войны пока. Получается, ну, он как бы сразу сказал, что никто к нему не обращался, поэтому, понятно, на втором плане он расстроен. Но как вы оцените саму идею? Ну, то есть давайте-ка перемирие обменяем на ПВОшников. И ровно в этом же ответе на вопрос он четко сказал, и в карьере ДЛСР повторил, что у нас же есть 100-летний договор с Британией. И если Британия будет атакована, или мы обязаны будем послать, и пошлем своих ПВОшников, там, солдат, специалистов, так сказать, на подмогу. И тут многие посмотрели на это высказывание и как-то решили озадачиться. Так а что там за договор такой? Там же куча секретных пунктов. То есть странам Персидского залива вот такие условия, приезжайте, давайте будем договариваться. Ну а Британия под козырек тут и сейчас. Договор 100-летний. А вы что думали? Работает вот так. Получится ли перемирие? Что это за элемент, ну, такого шантажа, да? Сработает ли он? Ну и опять-таки наш традиционный сегодня вопрос, а на что расчет? Я не думаю, что в этом сюжете есть какая-то стратегическая составляющая. Скорее всего, это тактический, так сказать, ход выяснения отношений, потому что никто особо не понимает, что делать в этой ситуации из западных заказчиков. Да? Потому что с Британией в чем особенность? Ну, договор, смотрите, заключили вроде какой-то, вот, но деньги все равно основные идут не из Британии. Поэтому британцы продают иллюзию во многом. То есть они все-таки в этом специалисты, в управлении именно элитами. То есть они каким-то образом взяли под контроль именно верхушку. Вот. Ну, каким образом, там множество способов. От охраны, которая, она же конвой, до перевоза, так сказать, влиятельных людей, дублеров, ну, вроде того же Залужного, которого мы разбирали, да, вывоз капиталов. Но по факту-то они ничем особо помочь не могут. Ну, смотрите, основное вооружение штатовская связь, которая является главным, в общем-то, преимуществом в этом конфликте у Киева, это, конечно, то, что они опираются на мощную систему связи, которой у России нет и подавно, да, рядом не стояли. И больше Британия только точечная помощь. Поэтому им нужно постоянно проводить спецоперации именно когнитивные. То есть показывать свое значение. Потому что Британия уже давно превратилась в такого псевдоимперию, скажем так, которая живет за счет имиджа, наработанного там, в предыдущие столетия. Потому что по факту они ничем особо помочь не могут, кроме того, что они стали вот таким вот главным интриганом, разводящим, то есть вот модератором, который где-то сглаживает углы и в первую очередь профессионально ведет ту самую когнитивную войну, но англичане в этом смысле мастера. Поэтому ничем они помочь Зеленскому принципиально не могут. Ну, помогают же, подождите. Ну, то есть и Но ракеты деньги-то перекрашивают. основные ЕСовские, Деньги ЕСовские, да, безусловно. а оружие американское и связь американская. Получается, у нас очень странная какая-то вот такая история выходит. Американцы. Ну вот как с ними можно садиться за стол переговоров, тем же россиянам?
Непонятно. Витков оправдывается, ну, ночью прошлой, сегодня под утро, в вечерних эфирах говорит, да нет, вы не понимаете, они, вот эти иранцы, такие вообще негодяи, приехали на переговоры, давай хвастаться, что у них там какой-то процент ядерной бомбы. Мы тогда поняли, к чему все идет, и вот доложили Трампу, и тот взял и разработал операцию, потом мы вот... Короче, это не мы кинули и как бы сорвали переговоры и превратили его в ширму, э, ну, будущей операции. А это они сами виноваты, они такие-сякие, понимаете? То есть оправданий, как бы, ну, оправдания есть, и они такие, знаете, достаточно, ну, я бы сказал, конечно, детские, но все-таки жертвы и разрушения взрослые, все как бы серьезно. Ладно бы там Хаминии, а то еще его там, жена скончалась от А травм. Ахмадинеджада за что убили вообще? Бывшего Да президента. вроде жив, говорят, вчера. Ну, Ну, опять-таки, все же под пеленой вот этого всего, вроде как сказали, убили Ахмедиджада, но потом вроде как жив. И порадовались, что нет еще. Но это такие, это фигуры. Для Ирана это фигуры, да, для вот этой Исламской Республики Иран. Но все как бы вот видят, что с американцами, а как с ними можно вести переговоры дальнейшие. И сейчас Зеленский там говорит, может Турция, может Швейцария, там следующий раунд. Вот вы видите следующий раунд переговоров на фоне, ну вот такой, давайте так скажем, деликатной ситуации с Кушнером и Уиткофом, которая, внимание, никто, ну просто спецпредставители, то есть посланники, да, гонцы от Трампа. То есть они не дипломаты, они не чиновники в полноценном смысле этого слова, принимающие решения. Они назначены там советниками и, в общем, просто друзья Трампа. ну, потому что не нужно самооблучаться трамповской пропагандой. В том-то и дело, что США все-таки империя, как бы мы к ней ни относились. А империя зиждется на институтах. И поэтому там, если и вести с кем-то переговоры о войне, да, то с институтами за эту войну отвечающую. А именно корпорациями, ВПК, вот, параллельно с чиновниками, вот, с командующими, ну, понимаете, с профильными, так сказать, экспертами. А если по линии внешней политики, то, конечно же, вести, если о чем-то и говорить, то только с, ну, тем самым их, ну, как у них МИД называется, Госдепартамент, да, аналог МИДа. Поэтому доктринально Иран обозначен как один из мировых врагов, и они борются с ним доктринально. А роль Трампа такая же, как и у Зеленского. Это проводить, ну, так сказать, свою спецоперацию в ну, общественно-культурном и медийном пространстве, наводить дополнительный туман войны. Поэтому давайте признаем, что вот эти вот два частных лица, которые Трамп продавил своим авторитетом и ну, умением того, что он, так сказать, умеет выводить информационные поводы на мировой уровень. Вот. Два частных лица были, ну, это же фактически самозванцы. Ну, кто они такие? Трампозванцы. Ну, вот. Ничем они никакой властью реальной не наделены. Но у нас создалась иллюзия. И мы самооблучились. Я вообще не понимаю, о чем говорить с другом вот, странного персонажа Трампа, да, который неизвестно, останется ли через полгода уже при власти, вот, и с его родственником. Ну, то есть, о чем с ними говорить? Ну, в этом смысле правильно, что с нашей стороны с ними контактирует тоже спецпредставитель, который самостоятельного, ну, скажем так, он же не является, ну, руководителем нашего какого-то направления стратегического. Поэтому контакты какие-то иметь с ними можно. Но это контакты, не переговоры. Поэтому нужно вещи называть своими именами. Контакты с США будут, вот, на разном уровне. Вот, но переговоров предмета нету. Хорошо, тогда давайте-ка оценим дух Анкориджа в этой связи. Его больше нет? Ну, дух, он же бывает разный. В том числе можно и, так сказать, протухнуть.
душок может появиться. Поэтому дух Анкориджа – это идеологема, ну, это даже правильно назвать пропагандогема, наверное, да, то есть внутри пропаганды, которая как раз заменила собой контакты. Вот. То есть, ну, что такое контакты? Это же достаточно обидное слово. То есть, оно как ну, у нас обычно как в языке контакты там, с инопланетными цивилизациями, да, медиумы проводят контакты с миром духов. Ну, то есть, контакты – это такое очень легкое соприкасание. Ну, вот дух Анкориджа – это такой эвфемизм, то есть, слово замена контактом. То есть, мы не переговариваемся, а вот наслаждаемся духом Анкориджа. Ну, как вот тоже были, например, священные союзы, да, ну, никто не относился, он же их никто не освещал, это по результатам там, наполеоновских войн возникли. Ну, это просто как бы бренд политический, его часто используют, но обратите внимание, американцы все брендируют, у них каждая военная операция там как-то пафосно называется, в Израиле аналогично, как он там, рык льва или как он сейчас называется. Ну, для украинцев рык льва после Кристалины Георгиевой это немножко другое. Немножко, ну, означает другое, да? Рычите, рычите, вы же мощные. Просто вот я пытаюсь резюмировать вот этот наш момент. Еще один хочу как бы, ну, наше с вами, мы любим такое, да, то есть обсуждать в контексте Украины. Я вот не могу понять, то есть получается война в Украине брошена на самотек. Ну, имеется в виду война как тема, которой занимаются, которую пытаются урегулировать. Урегулирование, давайте я назову это, этим словом. То есть, ну, всем как-то плевать. Получается, Жириновский был прав когда-то, помните? Он много сейчас его вспоминают, как он про Ближний Восток твердил. Тогда это казалось что таким неимоверным, как Жириновский рассказывает войну с Ираном, удары вот эти все. А он же четко говорил, про Украину забудут. Получается, уже начали забывать? Я думаю, еще пока не начали, потому что не произошло еще ни одно из ключевых событий. Нас все ждет психоз большой в украинской трагедии. Я думаю, что это будет там, падение, сдача, переход относительно мирный какого-то крупного населенного пункта. Ну, то есть, что это может быть, не знаю. Это лучше спрашивать именно у военных экспертов, которые следят за картой. Это может быть где-нибудь и в Сумской области, и в Харькове, и где-нибудь левый берег того же Запорожья. То есть, у нас пока что в самом военном конфликте не перешел, ну, не произошел, так сказать, перелом морально-психологический. Предыдущий морально-психологический перелом был, ну, я скажу, когда после, так сказать, Херсона. Ну, когда отошла одна сторона, вторая сторона ее заняла. После этого мы перешли вот к такой вот, ну, очень вяло текущей, там много всего происходит. Ну, у вас же эксперт Дудкин постоянно анализирует, сколько там квадратных километров и всего остального. Но ну, то есть, это должен быть что-то, ну, это в любой войне такое происходит. Ну, вот таким вот символическим, например, в Великой Отечественной же считается там, Сталинград, да, ну, например. Ну, это часто бывает, да. И вот она будет такой вот брошенной на самотек, пока не произойдет какая-то очередная большая зрада. Вот, прямо зрадная зрада, после чего, может быть, фокус внимания вернется. Потому что тогда киевским начальникам будет удобно продавать, что все пропало, гипс снимает, клиент уходит, посмотрите, вы даете нам мало вооружения, нужно, так сказать, больше оружия для перемоги. И это будет, так сказать, ну, переход на новый уровень. Но пока этого не произошло, будет вот такая вот вяло текущая, ну, зрадонька, назовем ее так, такая маленькая зрадонька. А все внимание будет переключено на внутреннее противостояние, потому что у режима
Зеленского сейчас большие проблемы, связанные с тем, ну, это мы обобщенно называем ТЦК, а по факту это связанное с тем, что одна часть общества уже охотится и воюет против другой части общества. И это приводит к, ну, фактически делегитимизации самой центральной власти. Ну, мы же видим на примере той же Одессы, были вынуждены перейти к прямому управлению. То есть сейчас проходит процесс закручивания гаек на внутреннем, так сказать, треке. Вот, и рано или поздно эти гайки, ну, резьбу либо сорвет, либо наступит полное отчуждение между обществом и государством, ну, остатками государства, где начнут относиться к этому режиму как к оккупационному. Ну, Но не это путь срывает на же самом резьбу, деле... подождите. Вот тоже, понимаете, тут тоже такой момент. Резьбу-то не срывает, а, потому что, Не срывает. ну вот это вот тоже парадокс такой. Ну, уже есть истории, которые, ну, это не просто там даже кого-то одного поймали, убили или там еще что-то. Есть прям тенденции. Люди начали уже в этой воронке, да, мобилизации этого одища, видеть тенденции. Им сказали, сейчас вот Федоров придет разберется, а Федоров говорит, мы разбираемся, иностранцев будем привлекать, там запускают пропагандистскую историю. А что это у нас тут приезжают всякие иностранцы, ВНЖ получают, открывают бизнесы, там всякие киоски, там торгуют, живут, ходят, тут радуются, а мы должны умирать. Давай, хочешь ВНЖ Украины, повоюй. Уже такие даже есть вещи. Но тенденция эта катастрофическая в том плане, что неважно, женщина ты, старик ты можешь получить люлей от ТЦК. Ну, то есть это уже прямо. А, кто обращается, кто не обращается. То есть иногда там дают для того, чтобы выпустить в пар какие-то истории, что кого-то задержали, какого-то ТЦКшника, там или на взятке, или еще как-то, или за уголовку. Но это ведь точечные, единичные случаи. Нам говорят, что в принципе бусификация такая стала точечная и единичная, но ведь это неправда, люди видят, люди все видят, понимаете? Но резьбу не срывает. Более того, этому народу, опять, это же тоже, вот я об этом хотел в финале нашей беседы сегодня поговорить, вот на фоне вот такого принятия ТЦК усика суют. Ну вот, понимаете, в чем дело? Причем, смотрите, можно по-нормальному относиться. Да, там узнаваемость, да, там у него там свой какой-то путь. Одни говорят, что и Москве подсовывают, вроде как говорят, Усика, что, а смотрите, православный, смотрите, с Крыма, сам крымчанин. Ну да, понятно, что там есть сейчас основной тренд на национализм, да, ну там на украинский где-то перешел, где-то еще там оселедец отрастил, но чемпион, мировая звезда, то есть нормальный человек, можно с ним разговаривать. И он-то, может, и нормальный человек, как человек, но хороший человек это как бы не профессия. Мы тоже выбрали себе нормального такого классного артиста, кинопродюсера, да, талантливого КВНщика, актера. А что получили в оконцовке? Просто у нас падает уровень, понимаете? Уровень. То есть можно Залужного не любить. Я тоже, кстати, особенно когда он говорит по-английски, ну, это отдельное удовольствие. Но мне, например, тепло, когда он говорит по-английски. В каком смысле тепло? Как-то вот чем-то таким родным веет, что ли, да? Таким неотесанным. Ну, у Вот, нас тоже был такой деятель. Let me speak from my heart. Перед да. Олимпиадой, если помните. То есть, понимаете, в чем дело? То есть, чем-то таким вот настоящим, что ли, от него в этот момент. Ну, это чисто эмоциональные вещи, а играют-то на эмоциях. А если вдуматься, сначала комик, а теперь боксер, и даже хоть какой-то генерал, и то как-то уважительнее звучит. А других нет, и никого не предлагается в меню. Получается, что нас загоняют в очередную, ну, как бы истощив, измордовав украинский народ, да, пропагандой, и ПСО, потому что это же тоже парадокс. И ПСО обычно на врага направляют, а тут и ПСО внутрь направляют, а потом это проясняется и становится всем понятно. Так это ровно для того, чтобы еще более низкого класса завести какого-то, ну, лидера и вожака. И все с этим соглашаются.
Это, в общем-то, и называется деградация. То есть, когда каждое следующее поколение политиков, оно не дотягивает до отцов, дедов, назовем их так. Но надо отметить, что и на Западе у нас не меньшая деградация. Знаете ли, от Наполеона до Макрона это тоже серьезная деградация. И от Черчилля до Стармера это тоже деградация. Поэтому, конечно же, вы правильно отметили о том, что ЦИПСО и ПСО, вот, все эти когнитивные удары и волны на постукраине в первую очередь направлены против своего населения. Потому что если общество постукраины не поддерживать в состоянии вот этого бурления, вечных конфликтов, то никогда такие проходимцы не смогут прийти к власти. То есть общество постоянно взбудораженное. Ну, я напоминаю, это же они специально для этого никогда не решали языковой вопрос. Для чего? Потому что нерешенный языковой вопрос позволял приходить к власти проходимцев с двух сторон. С одной стороны, можно было ничего не говорить, ни вообще. Не, мы за русский язык. И побежали все, типа, только потому, что за русский язык. А что это за люди? Что они? С другой стороны, мы за украинскую нацию, проти москалев. Что вы за люди? Главное, чтобы против. И дальше вот эти потом точки раскола. Кстати, для чистоты понимания, чтобы не самооблучаться, у нас тоже есть такие темы. И очень нехорошие люди, кто, например, у нас перед выборами начинает про перезахоронение Ленина говорить. То есть у нас тоже есть такая тема в России, с помощью которой пытаются взбудоражить общество и вот такую получить искусственную прививочку, да, ну вот именно политическую, то есть такой допинг, не прививку, допинг, да, сделать. А на Украине вот эта история с допингами, вот, это уже были не допинги, получается, а вполне себе сделали такое общество наркомана, который без этой дозы уже жить не может. И вырастили вот эту вот тонкую прослойку активистов, для которых это профессиональная деятельность. Они ничего другого, в принципе, делать не умеют. Ну, кстати, у нас была тоже вот выращена вот эта вот прослойка активистов, вот, которые, ну, они другие темы будоражили. У нас есть свой национализм, особенно в регионах, во многом связанный, например, с трудовой миграцией, вот, с постсоветских республик, особенно Средней Азии. То есть у нас тоже всего хватает. Но на Украине это было доведено просто до абсолюта. Ну, собственно, моя книга «Украинская трагедия. Технологии сведения с ума», она об этом, она этому посвящена. И, конечно же, общество, которое на протяжении целого поколения началось-то все, я напомню, с Украины без Кучмы. То есть поворотная история где-то 2001 год. Ну вот считаем, 25 лет. Уже институты закончили люди, которые родились в таком состоянии. И такое общество нужно постоянно будоражить. Нельзя сказать, что это изобретение какое-то украинское. Нет. Базовое общество штатовское, оно именно построено по такому принципу. То есть у них постоянные зрады, перемоги, но они снимают у своего общества этот стресс с помощью выборов. И там, обратите внимание, каждые выборы президента, это фактически всегда у них второй тур, и чуть ли не борьба добра со злом. Ну, вспомните, как Трамп атаковал Байдена, да? Но потом психоз прошел с помощью выборов, как бы люди как-то выдохнули, хотя же после этих выборов там в истериках бились отдельные сторонники этой Камалы Харрис, да? Смешные были ролики. И вот такое общество, в принципе, им можно манипулировать бесконечно долго, потому что как реагирует адекватный человек, когда видит, что откровенные, ну, идиоты, ну, психопаты, вот, истерики, которые постоянно устраивают, это и есть, так сказать, политика. Но он либо эмигрирует, либо превращается в полного хатоскрайника, чума на оба ваших дома, и запирается в каких-то своих бытовых вопросах, да, занимается, либо, ну, испытывают острую, так сказать, неприязнь. А общество, оно превращается все. Вы сегодня для анонса выбрали прекрасный советский фильм «Кин-дза-дза». Вот. А общество, в общем-то, превращается в четланов и подсаков. То есть в зависимости от того, если ты активист
тебе должны 3 раза делать ку, то есть, да, тебе ритуально должны, так сказать, кланяться. Вот. А те, кто, так сказать, сепары, вот вам бы, конечно, они могли бы колокольчики в нос повесить, они бы обязательно это сделали. Просто еще, так сказать, не получается. Ну, в свое время и Магендовид, звезда Давида вышла, ну, красноармейцам, например, комиссарам звезды вырезали, когда издевались. Вот. Это известная история маркировать раба. То есть, это на самом деле, если вот так вот выйти на уровень обобщения, то есть, редуцировать до там, идей философских, да, то есть, что лежит в основании, это желание клеймить раба. То есть, раб должен быть клеймлен. То есть, он должен всегда испытывать унижение. И поэтому нужно клеймить. Ну, сначала они клеймят словами, то есть сепары, Москвороти, вот. Ну, сколько еще таких слов, с помощью которых клеймят, да? Их же было очень много. Ну, а в идеале, конечно, клеймить физически, ну, то есть, как минимум, носить вот этот вот звоночек в носу. Да, друзья, значит, давайте подведем итоги нашего сегодняшнего опроса. Всем большое спасибо за то, что в нем проголосовали. Это очень здорово. Вот такие результаты. Присоединятся ли страны Ближнего Востока к США и Израилю в войне с Ираном? 8% нет, справятся сами. 12% да, на это и расчет. 39% нет, заморозят, отползут. И 41% они уже присоединились, потому что базы их там, базы их там. Ну, вот такие результаты, Семен Сергеевич. Что скажете? История. Ну, и я бы сегодня все-таки еще хотел бы... Я подготовил все-таки одну цитату, то есть, что оно происходит. Это же мы постоянно, когда говорим про вот этот схрон УПА, да, и вот это куда идет вся эта модель войны с Россией, мы забываем, что там внутри были еще свои конкуренции. Был же вот деятель, например, там Бандера, да, был еще Тарас Бульба-Боровец, который на Волыни действовал. Он оставил неплохую книгу, называется «Армия без державы». И вот еще он оставил мемуары, да. И вот как раз про Ауновский хотел бы, ну, кратко, но он просто очень хорошо иллюстрирует. Замість боротьби проти зовнішніх ворогів, замість ударів по об'єктах військово-стратегічного значення Гітлера та по совєтських партизанах, нова армія Лебедя, це от уже то, що ми говорили, СБ ОУН, заходилося винищувати національні меншини України. И дальше он рассказывает, как просто занялись грабежом под видом борьбы с нацией. То есть, это вот потом это и Волынская резня, то, что самое известное. А по факту просто объявили охоту на часть своего же населения. Никто бы не боролся ни с какой Красной Армией. Просто грабили все, что могли. И обмануть законы, ну вот, истории в этом смысле невозможно. Потому что, когда ты внутри общества начинаешь выращивать стаю, которая охотится на других, а остальных ты клеймишь, вешаешь им в нос звоночек или вообще физически клеймишь, то ты перейдешь к войне гражданской. И вот это главный вывод, который нам нужно сделать, потому что наши бледнолицые братья – это большие специалисты по организации гражданских войн внутри. И, конечно же, они стремятся, чтобы гражданские войны были везде и повсюду, в том числе и в Иране. Но на постукраине они, к сожалению, своей цели достигли. И вот как раз с преодолением гражданской войны, как большой, так и малой, должны бороться люди всей доброй воли со всего постсоветского пространства. Вот что я считаю. Да, значит, друзья, давайте теперь перейдем к вашим вопросам. Сначала из клуба зрителей Шелеста, потом сообщество YouTube и, конечно же, да, чат трансляции присоединим. Дмитрий спрашивает, по мнению Семена, эта каша с Ираном надолго? Возникает двоемыслие. Одна половина говорит, что надолго. С другой стороны, Дубай, хаб, откуда летят самолеты по всему миру, это невыгодно всем. Как скоро полетят рейсы из Дубая? Ну, как я говорил, 2-3 недели надо подождать, и мы должны посмотреть, разворачивается ли это, ну, превращается ли это в войну экономик.
Если превращается, то это очень надолго, но, возможно, с небольшими передышками. Мгм. Так, значит, Елена пишет: Украине, когда закончится война, это не скоро, желательно написать новый гимн. Гимн светлый, добрый, заряженный на процветание, а не тот, который сейчас заупокойный. Согласна? Согласен, в гимне вообще все кроется. Ну вот обратите внимание, с чего, например, начинается российский гимн. Россия – великая наша держава. Да? То есть государство, ну еще и советский же тоже с чего начинался. Да? Союз нерушимый республик свободных сплотила Великая Русь. Да? То есть великая держава, священная страна, то есть государство в этом. А вот белорусский гимн, он же с чего начинается? Мы, белорусы, мирные люди. Ну, с этого же начинается. И оно программирует. Но, к сожалению, в современном белорусском гимне пропали строчки, которые были, кстати, и в гимне УССР. Это там «Мы, белорусы, с братской Русью». Да? Ну, то есть, вот это, что мы вместе с братской Русью, оно как-то немножко потерялось. Да? Но в этом смысле я считаю, что Украине лучше взять и переадаптировать гимн УССР, как это сделали и у нас, и в Беларуси. Александр разряжает обстановку, говорит: Ким Чен Ын оказался самым спокойным товарищем на этом планете. Ну, Ну и мы увидели, что оказывается, что курорты Северной Кореи будут, наверное, самыми безопасными местами, ну, для всех жителей, так сказать, по ту сторону Урала, как минимум. Кстати, у меня знакомые уже съездили на ознакомительные, так сказать, туры, которые были в прошлом году, были отзывы, публиковали. Так что очень интересно. Кажется, что все пошло по одному месту. Намечался договорничок между Россией и США. Украинский конфликт должен был закончен скоро, но разгорелся Восток. Республиканцы потеряют большинство на выборах в конце года, то есть к власти придут демократы, снова подольют масло в украинский конфликт. Все будет в огне. Все катится в попу, спрашивает пользователь. Ну, и очень давно. И уже там. Просто пока... Ну, мы уже там по сравнению, например, с нашими предками, которые жили там 40 лет назад. Ну, и началось это у нас просто... Ну, я тоже об этом говорю, но не лишним будет напомнить. Просто, например, войну в Таджикистане мы не заметили. Нам было это невыгодно. А вот, например, война в Чечне, она же тоже проходила в 2 этапа. На Украине ее мало того, что не заметили, на этом еще Кучма строил свою пиар-пропаганду, ну, на втором туре особенно. Типа, смотрите, зато у нас не как в России, у нас нет Чечни. Да? Вот. И как у нас все хорошо. Вместо того, чтобы, ну, наоборот, сопереживать трагедии, как-то помогать. И тот же, допустим, мэр Одессы Эдуард Гурвиц, он лечил чеченских боевиков, ну, имеется в виду, которые воевали против федерального центра. И вот кто знаком с историей 90-х годов, тот знает, что Гурвиц и его банда отстреливала, так сказать, местных одесских авторитетов с руками вот этих вот чеченских террористов, гастролеров, которые дело сделали и уехали. И это, вот, то есть, практика использования террора и политических убийств, она, вот, обращаю внимание, еще с 90-х использовалась в той же Одессе, но при этом на уровне риторики и пафоса и политических заявлений киевские политики говорили: зато у нас нету такого, как война в Чечне. И обращаю внимание, что какие мы не замечали войны. Да, почему такая была сложная первая война в Чечне? Потому что как вот есть Жешув аэропорт, через который подпитывают Киев оружием, точно так же была роль ущелий, которые ведут из Грузии в ту самую, ну, на Северный Кавказ, скажем так. Где, откуда появлялись все эти боевики? Хаттабы, арабы. Ну, вот как они появлялись у нас на Северном Кавказе? Они просачивались через ущелья, а Грузия была на тот момент, она сама пережила гражданскую войну. Уже все, собственно, забывают о том, там были свои эти отряды, как они назывались, мхидриони, по-моему, всадники. Так, если я не ошибаюсь. Это еще самое начало 90-х, Гамсахурдия.
Они по всей Грузии, в общем-то, наводили ужас на местное население, чинили расправы. Но просто мы отсиживались по своим, так сказать, хаткам. Конкретно у нас в хатке все было нормально. И была вот эта вот иллюзия. А по факту постсоветское пространство с момента вывода войск из Афганистана, то есть с 1989 года, плавно скатывалось в гражданскую войну, но на разных участках. Значит, недавно Зеленский заявил, мне не нужно все это историческое дерьмо. Вопрос, неужели наконец-то закроют Институт национальной памяти? Ну, как? Мне не нужно это историческое дерьмо, мне, пожалуйста, приносите вон того исторического дерьма. В этом-то и проблема, что историческое мышление не только на Украине, в Молдавии похожая ситуация, подменено, ну, скажем так, нарративами, пропагандой. То есть к истории стали относиться как к источнику, откуда можно наковырять все, что угодно. Хотя история – это процесс, в котором мы должны жить и должны извлекать исторические уроки. А так как все ОПГ 95-й квартал в большой когнитивной войне заняло позицию забрасывания тем самым дерьмом всех вокруг, вот, ну, то есть ведение негативной кампании, контркампании, то они, естественно, профдеформировались и ко всем относятся, ну, аналогично, что их кто-то пытается завалить дерьмом. Мы в рамках теории когнитивной войны называем такой подход фекальное мышление. Или по Пучкову малолетние дебилы. Это когда человек не может свое дерьмо держать в голове и начинает стараться его распространить на всех окружающих. Поэтому фекальный мыслитель очень-очень опасен, потому что он вам рано или поздно свои мыслишки передаст. Фекальный передаст, да. Значит, вопрос. Почему все шишки сыпятся на Трампа, хотя войну развязал сионист Нетаньяху? Ведь израильские бомбы попали во дворец Аятоллы. Разве бриты не замешаны в этом? Ох, какой сложный вопрос. Ну, не все шишки сыплются на Трампа. Рост настроений, опять же, антисионистских растет в целом. Ну, посмотрите, какие митинги в Штатах и не только в Штатах. Просто так как Трамп вызвал огонь на себя и медийно вот, в позиции этого пиздилера вот, пытается продать себя именно как деятеля мирового масштаба, ну, кто позиционируется как деятель мирового масштаба, тому и нести ответственность. Вот, так что тут ничего удивительного нету. Ну, а А, по поводу бритов, ну что, ну, базы задействованы, если не ошибаюсь. На Кипре на том же, там же британская база. Британская. Поэтому, конечно, участвуют. Но у них нет таких возможностей. Вот и все. Вопрос. А правда, что не используют ядерное оружие в регионе, где добывают нефть? Ну, я не знаю, что ответить. Ну, тут странно он сформулирован, конечно. Ну, типа, жахнут ядеркой, там же нефти куча, добывают же все. Не могут же все так вот похоронить и угробить. Не, ну ядерка это же тоже очень условное. Есть настолько разное ядерное оружие, что оно скорее используется как оружие сдерживания. А пока что у нас только в доктринах оборонных есть там всякие, ну, тоже боюсь соврать, там типа пробивание бреши в обороне противника с помощью тактических ядерных ударов. Ну и, но это вторично. Дело в том, что мы перешли к войне техники. То есть тут ядерное оружие это все-таки больше элемент, ну, запугивания, скажем так. А мы давно перешли к войне техники. И обратите внимание, что людей все меньше и меньше. Ну и то, что мы вспоминали в этом контексте, более важна роль охоты на политических лидеров, потому что это в том числе соблазн под видом такого рода конфликтов проводить внутренние разборки внутри себя. А кто его убил? А это ж вот там плохие там с той стороны прилетело. А почему это прилетело? Как это произошло? Вот. Уже выяснить будет
невозможно. Интересные нас ждут времена, очень похожие, знаете, с чем? Это вот когда в широкий доступ попало огнестрельное оружие, и бомбы стало можно изготовить практически на дому. Это вторая половина XIX века. Ну, вот как Александр II погиб. Он же на прогулке погиб. И, в общем-то, цари всю жизнь прогуливались спокойно вокруг, по Петербургу гуляли. Ну, почему памятник же Спас на Крови? Это же достаточно далеко от непосредственно Дворцовой площади, где они обитали. Вот он гулял по берегу Мойки. И сколько было покушений, и почему так боялись, например, бомбистов, да, то есть даже такое понятие возникло. Сколько Да. народовольцы, а потом эсеры поубивали людей. И вот эта вот точка входа, она же очень сильно поменяла вообще психологию, в том числе и массовой политики. На митинги стали бояться выходить. Напоминаю, покушение того же Ленина. Оно же было во время встречи на заводе. И потом они ушли, политики, в радио, телевидение. То есть у них появилась дистанция с обществом. А теперь эта дистанция удивительным образом сокращается в связи с вот этим дальнобойным и высокоточным орудием. Это очень А, интересный процесс на наших глазах. Игорь, вопрос. А способны ли американцы с приходом демократов спонсировать две войны, имея такой госдолг и не имея решения по его сокращению? Представляете, люди сидят и Ну, думают, что госдолг еще есть у американцев. ну, американцы после того, как рухнула альтернативная система финансово-хозяйственная, имеется в виду советская, и то она была завязанная на них, они вообще перестали задумываться о своем госдолге. Они его просто наращивают. Но это как в их народной игре «Монополия». Да? Представим, что мы играем в «Монополию» с бесконечным банком. Там же игра заканчивается, когда банк исчерпывается, либо все банкротятся. А тут банк бесконечный, и занимать можно у себя бесконечно. Поэтому им для этого и нужны войны по всему миру. Для того, чтобы свободный капитал перетекал к ним в экономику. А они дальше будут увеличивать этот долг, перекладывая на следующие поколения. Ну, как показал история конца 20-го, начала 21 века, вот уже можно в эту игру играть более 30 лет. Почему бы еще 30 лет не попробовать поиграть? Как думаете, сделали власть России выводы из стратегии Израиля и США нанесения ударов по комсоставу? Не являются ли Иран и Венесуэла репетицией перед Россией? Безусловно, являются. И не только перед Россией. Я уже говорил и еще раз хочу подчеркнуть. Я очень переживаю, что именно Республика Беларусь, руководство разного уровня нашего ближайшего союзника станет еще одной из площадок такой репетиции. Вот. И обратите внимание, сколько было, скажем так, разборок, возмущений, когда перед Новым годом было вот это удары по Валдаю. Да? Одни заявляли, были, не были, переполох какой был. То есть, обращаю внимание, да, я думаю, что именно к этому этапу уже переходит, то есть, точечное покушение на высшее руководство. Да, спасибо. Передают приветы мне из Антрацита. Там, передают приветы. Почему? Потому что там несколько лет, 2, по-моему, или 3 подряд, Дня Шахтера я был ведущим, вел этот праздник, и постоянно там приезжал каждый год к ним Ива Бобул. Они его так любили. Они просто так, он был гражданин города, он это все, понимаете? И вот вообще не было же этого всего, да? Он пел русские песни, не было вот вообще никакой, вот это вот всего дерьма не было, понимаете? Между антрацит, работяги, шахтеры, у них праздник там, да, вот конец августа, они выходили на площадь, красота, даже шел дождь, потом дождь, а там же погода какая, там дождь, потом прошел, потом не было дождя, выходили
приходили, там звезд к ним возили, украинских, все, как бы все были нормально, все друг друга понимали, понимаете, вот было время такое. Поэтому привет вам тоже в антрацит. Вот тут Вячеслав поддерживает, ну, не привет, а вот эти воспоминания. И спрашивают у вас вот сакраментально. Я думаю, что вам часто такой вопрос задают. Ну, друзья и знакомые. Как вообще жить и быть, когда так много людей, ну, в общем, сошли с ума, но только нецензурно. Ну, тронулись. Тронулись, Есть такое да. хорошее. Тронулись, да. Ну, вот это тема, которая меня волнует очень-очень давно, потому что у меня тронулись даже, ну, скажем так, родные и близкие. Я же рассказывал, что меня назвали в честь Семена Бумая, который устанавливал советскую власть в 1939-м, потом в 1944 году вместе с Станиславовой, который тогда еще не был Ивано-Франковском, его только потом переименовали. Да? И понятно, что у меня есть какая-то часть уже не очень близкой, но тем не менее родни. Вот. Я же школу заканчивал №1 в городе Ивано-Франковске. Ну, вот там прям люди, с которыми мы пели гражданскую оборону, там, Цоя в юности, вот. Ну и не только, слушали Высоцкого. Они, например, явно в этом умопомраченном состоянии еще в 2014 году, так сказать, отреклись от меня или прокляли, не знаю, как это назвать правильно. Да? То есть, это давние процессы. И вот я пришел к какому выводу. То есть, первое. Нужно выяснить, насколько вот человек, с которым ты вынужден или должен общаться, уже прошел точку невозврата. Потому что там есть два состояния. То есть, вот есть состояние, когда человек тронулся, но ему это состояние не нравится. И назовем это состояние умопомрачения. То есть, есть тоже такое хорошее слово. Оно же на время проходит, умопомрачение. То есть, оно может потом, как это, затмение может смениться, да, уйти, закончиться. И вот если человек еще проявляет признаки и желание возврата в нормальное состояние, такому человеку надо помогать обязательно. Но помочь ему можно, объяснив, как им манипулируют и как его довели до такого состояния. Тут во многом нужно погружаться, ну, знаете, как это же, почему Пучков называет малолетними, да, дебилами. Потому что это состояние, похожее на состояние подростка. Ну, вспомните либо детей подростков своих, либо себя, может быть, кто помладше, кто-то внуков, может быть. Это же вечное состояние дерганое, отсутствие авторитета, постоянная вот невозможность сконцентрироваться. Очень похожая история. Поэтому умопомраченного человека, если он не до конца понимает, что с ним происходит, но у него есть, так сказать, желание разобраться, еще спасти можно. А вот страшный случай – это когда люди начинают получать удовольствие от этого состояния. Фактически у них не только умопомрачение, у них еще и с элементами серьезного, ну это скорее всего уже садомазохизм. Они и сами кормятся перемогой, и они сами потом ждут зраду, и они начинают получать кайф от вот этих вот эмоциональных качелей, и более того, они начинают получать кайф от того, что они других качают на этих эмоциональных качелях. Вот с такими людьми сделать уже вряд ли что-то возможно, кроме как, так сказать, забанить, не обращать на них внимания, перестать общаться, но они продолжают заражать окружающих. Поэтому такого человека мало забанить, но еще надо объяснить окружающим, что человек получает удовольствие от вот этого поражения на когнитивной войне, то, что он сам стал разносчиком. Это похоже, знаете, на эпидемию гриппа. То есть кто-то, может, переболеет и получит, так сказать, иммунитет сам. Кому-то надо помочь, кому-то достаточно будет там меда и чеснока, например, да, а кто-то, в общем-то, дойдет до воспаления легких. Семен Так Сергеевич, что вот тут только такой совет. А некоторые пару раз вот болеют, лечатся, и всегда тяжело, и всегда с таблетками, и всегда это... Ну, это все как бы временное дело и проходит, понимаете? Главное, что не запускать, не запускать. Ну, у каждого свое, течение болезни свое, согласен. Друзья, всем большое спасибо, что посмотрели наш сегодняшний прямой эфир. Пожалуйста, поставьте лайк, напишите, что думаете в комментариях, с чем согласны, а с чем нет. Семен Сергеевич благодарен за время и мысли.
Спасибо, до новых встреч. Берегите себя, всем добра и